Всем доброго времени суток, друзья! С вами Роман с телеграм-канала Нейроген, и сегодня мы с вами сделаем обзор на новую версию дипфейка Rope. Честно говоря, данный обзор получился довольно внезапным, потому что разработчик Rope вроде как закрывал проект, удалял исходный код, Discord сервер, но вот он вернулся и сделал новую версию. Давайте посмотрим, что здесь нового. Прежде всего, что бросается в глаза, у нас новый интерфейс. Как вы можете заметить, он стал более приятный, более симпатичный, чуть более современный. Хотя, честно говоря, еще немножко не хватает некоторых вещей, чтобы он был прям совсем симпатичным. С обновлением интерфейса у нас поменялись и некоторые параметры. Смотрите, здесь мы выбираем с вами папку с лицами, которые мы будем менять, то есть такую базу данных нашу небольшую. Здесь мы выбираем папку с видео, в которых мы будем менять наши лица. Здесь мы выбираем папку, куда все будет сохраняться. После чего здесь у нас будет небольшая кнопка, нажимаете ее, загрузятся модели и загрузятся все фотографии и видео. Я сейчас уже сделал, получается, предзагрузку, чтобы не тратить на это время. Заодно покажу вам некоторые новшества. Параметры теперь у нас меняются не печатанием, а колесиком мышки. То есть наводите, допустим, вот сюда, двигаете колесико мышки вверх-вниз, и у вас меняется количество потоков, качество видео и так далее и тому подобное. Теперь давайте перейдем, получается, к тому, что у нас появилось нового. У нас появилась опция Mouse Parser. Что это такое? Теперь мы можем, включая ее, оставить рот от оригинального источника. Тем самым у нас остается достаточно качественная мимика, у нас остаются качественные зубы и все остальное. Да, мы немного теряем, конечно, в качестве дипфейка, но тут как посмотреть. Степень схожести падает немножко, но качество картинки улучшается. Еще одна достаточно новая и интересная функция — это применение параметров на лету. Смотрите, сейчас у меня включен, получается, улучшение лица. Стоит он на 50%. Колесиком мышки я двигаю вверх и обратите внимание на картинку. И как вы можете заметить, апскейлер применился как раз-таки в режиме реального времени. Если я убавлю значение, допустим, на 0, то мы как раз таки увидим с вами результат с выключенным апскейлер. Данные параметры вы можете менять абсолютно все. Например, вы можете выбрать диффер, как раз таки. Давайте мы его подкрутим вверх, подкрутим вниз. То есть, как вы видите, тоже у нас меняется все на лету. Давайте попробуем с вами отрегулировать прозрачность маски. Сейчас это, допустим, здесь не видно, но на некоторых более удачных моментах как раз таки это прослеживается. Можем с вами выбрать окклюдер. Ну вот, кстати, окклюдер менялся и раньше, но, честно говоря, все остальные параметры работали крайне криво. Во всем остальном же данная программа осталась точно такой же. Она стала чуть более стабильной, у нее снова увеличилась скорость работы, и, как по мне, у нее улучшилось базовое качество замены лица. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, если мы выключим с вами улучшение лица сейчас, и, допустим, выключим с вами окклюдер, то даже при таких вот как раз таки параметрах у нас маска все равно более плавная остается по умолчанию, чем, например, на каком-нибудь рефейсере или в каком-нибудь там еще другом дипфейке. То есть под капотом была проделана определенно хорошая большая работа. В целом можно подвести итоги, что данная программа у нас улучшилась. Кроме этого, у нас появился новый функционал Mouse Parser. И будем надеяться, что программа и дальше будет развиваться, а разработчик не будет пропадать. Скачать портативную версию данного дипфейка вы, как всегда, можете у меня в ссылке под описанием. Кроме этого, для подписчиков на Boosty есть экспериментальная версия с поддержкой Tensor RT CUDA 12. Если эта версия будет стабильной, она будет опубликована в общий доступ. Но пока что это все еще ранний бета-доступ. Ну и на этом все. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, там много очень интересной информации. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.